Здравствуйте, дорогие друзья. Доброй ночи. В последнее время я замечаю, что в обществе распадаются взрослые браки со стажем 15-30 лет совместной жизни, и они разваливаются. В основном хорошие браки страдают все: мужья, жены, дети, страдают внуки взрослых семей. Вижу много мужчин, которые по-прежнему любят своих жен, но семья рассыпалась уже. Я говорю о тех семьях, где не внедрился кто-то третий, а именно непонимание, усталость дикая. Будем сегодня говорить о мужчинах. Так вот, в этих семьях жены дико устают, дети подросли, жена стала развиваться, делать то, что не могла сделать последние годы. Это развитие. Был уровень. То есть были дети, быт, она была жена, хорошая жена. И тут немного появилось время, так как дети стали постарше, более самостоятельные. Женщина стала развиваться, потому что позывы есть такие зерна у людей у нас к саморазвитию. И в комплексе усталость, обыденность и желание идти дальше. Женщина немного меняется и слегка видит брак более объемно и ужасается, как она живет. Она в шоке, и она не согласна идти дальше в таком качестве, в такой среде. Она принимает решение выйти из семьи или дистанцироваться от мужа. Она не принимает больше эту схему, эту модель жизни. И мужчина в шоке. Мужчина в шоке. И как так? Я же такой прекрасный. Я не алкоголик. Я работяга. Я делаю все, что нужно. Он не понимает, почему так произошло. Давайте сегодня поговорим на эту тему. Поговорим с мужчинами. Мужчина в шоке, мужчина не знает почему. И у мужчины соблазн окунуться в стакан, в синюю яму провалиться, либо принять, что была ошибка всей жизни, вот этот выбор, и окунуться в поиск замены. Но давайте поговорим сегодня, поможем тем мужчинам, разберемся, у которых в сердце только одна женщина. Они желают разобраться и понять, и они не знают, с чего начать. Контакта нет, и мы разберем, это нормально. Женщина устала, и она не будет контактировать. Она не будет так контактировать. Их будет связывать только быт и взрослеющие дети. Мужчина, все мы знаем, нас не обучают секретам, самой основе построения и устройства брака. Мужчин, если девочки как-то интересуются где-то что-то, мужчина нет. Мужчина сложен так. Он технарь. У него болтики, винтики в голове. Он видит конструкцию, видит устройство. Это сходятся два человека, сходные по интересам, подходящие физически, потому что в юности мужчина часто остается с той, с какой интересней и прикольней в постели. Это животное начало, и очень часто страсть принимается за любовь. И мы говорим сегодня о больших длительных браках, крепких, на протяжении 10 лет. Это крепкий брак. Страсть мы все принимаем за любовь. Это не любовь. Любовь вы ощутите, когда станете родителями.
когда будете обнимать своих детей, смотреть им в глаза, и вы даже можете плакать от счастья. Вот любовь. Любовь – это тогда, когда вы обнимаете старенькую маму, уже взрослая, пришли к ней, приехали, или она к вам приехала. Вы ее обнимаете, и вы тоже можете даже плакать. Потому что это мама. Должны вы понять, о чем я говорю. Это есть любовь. Все, что связано с постелью и основано на привлечении сексуальной, то есть на сексуальной почве, это страсть. Пара создалась, им хорошо в постели, им есть о чем поговорить, так как они молодые, у них опыт крайне мал, и о чем говорить у них всегда найдется. Это молодежь так живет. Пара создалась, у них страсть, они встречаются, ждут встречи, сближаются, у них близость. На этом основывается, завязываются отношения. Им хочется быть вместе. У них рождаются дети. Не суть, когда они зарегистрировались. Ну, в классическом примере это свадьба, беременность, ребенок. Начинаются первые трудности. Бывает, если все стремительно, и через год кризис первый. Пара может распасться, а ребенок уже есть. Он маленький грудничок. И мужчина уходит из семьи. Он просто сбегает. Почему? Он в шоке, он не знал, что такое семья, что такое маленький ребенок. Бытийные вещи. Он не может спать, ребенок не дает спать, волосы дыбом. Мужчина быстрее бежит на работу, на работе в шоке. Он приезжает домой после работы, он добытчик. Понятно, он привез еду какую-то в дом, пищу. И снова волосы дыбом, потому что ребенок внес свои коррективы, и теперь у них уже близости меньше, или либо нет, и они оба занимаются ребенком. Я обобщаю. У мужчины такого опыта не было, он в шоке. Часть из них не могут жить в такой среде, и они просто сбегают. Выбора у них другого, они выбора другого не видят. Это слабость, это отсутствие любви, потому что они не в курсе, что такое любовь. У них первый опыт. И вот через год первая проблема, первый кризис. Если они удержались вместе, ребенок растет, они умудрились создать свой уют, счастье семейное. Через 3 года новый кризис. Распадаются пары. Через год совместного бытия. Через 3 года. Через 5 лет. Через 7 лет. И большая пауза через 15 лет. Это усредненные цифры. Я это перепроверял. Прочувствовал на себе. И сейчас говорю, как прошедший и знающий человек. Это сопряжено с трудностями, с усталостью, с незнанием, как дальше жить. И страх. Страх, что жизнь проходит, и я маяться не собираюсь вот так. Решения никакого нет, у меня опыта нет, я не знаю, что делать. Также друзья не знают, и родители говорят только держись, держись. Я пришел сюда быть счастливым, а не страдать. Давайте сегодня поговорим о крепких браках, которые больше 15 лет. Вот эта потеря, вот это самое дорогое, что у человека. И человек не понимает, почему так произошло. Он не желает жить в другом качестве, но в этом качестве тоже не может жить. Принимают решения и расстаются. Я обращаюсь к вам, мои соплеменники. Как вы видите себя в браке? Вы кто?
Просто муж. Задайте себе вопрос и разберите, что такое для вас муж. Это хозяин семейства, так? Мы лидеры, мы мужчины, мы цари в своем царстве и государстве. Жена у нас царица, так? Так. Мы создаем законы, жена их подписывает, принимает, и вы так живете. Бывает наоборот, царю помогает жена, царица, но она посильнее, и она поумнее, и царь прислушивается к ней. И царица по силе вот так расположена. Хорошая семья, хорошая семья. Главное одно целое, они решают все вопросы бытийного характера. Семья крепкая, дети растут, развиваются, оба родители их воспитывают в правильном ключе. Слово «правильный», я отталкиваюсь от сегодняшнего общества, которое очень плохо воспитывает детей. Воспитывает так, как их воспитывали, прикладывая свой еще опыт. Нет опоры ни на какой опыт серьезный, потому что родители тоже не имели ни образования хорошего по воспитанию. Царица прислушивается к царю, царь главный. Как это видится со стороны? Но царица часто продавливает законы, более грамотные, как она видит. Она понимает, что вот так лучше, так будет результат их не общий бытийный лучше. Бывает на этой почве ругаются, это бытийные вещи, и идет жизнь. Кризис 3 года они прожили, выдержали, идут дальше, дальше полегче. 7 лет, они 7 лет выдержали. Кто не владел информацией, если они сейчас обернутся назад, они вспомнят это время, и они обнаружат, что да, были более трудные времена. Они выдержали, они остались вместе. И вот к 15 годам, 15 лет, последний кризис. Кто прошел это, тот должен всегда остаться в этом браке, потому что прошли огонь и воду и медные трубы. Мужчина – царь. Муж. Это великое сильное слово. Квалификация мужа. Надо иметь квалификацию мужа. Это статус. Девочки прекрасно знают. Я снимал ролики, мы с ними шептались по поводу 5 ролей. Я не хотел снимать мужчинам, потому что мужчинам девочки помогают развиваться. Девочки мониторят и сохраняют семью. Назовем их кухонными психологами. Очень нежными, мягкими. Сегодня я вижу, что кухонные психологи, девочки устали. Многие устали и просто да ну его. Не могу я так. Но, как я понял, последние полгода мужчина их по-прежнему не слышит. Он их не слышит, он не принимает их серьезно, их чаяние. Потому что он смотрит в своей колокольни, он же не изучал, кто такая девочка. Вообще. Он не знает вас. Я сейчас немножко к девочкам. Надеюсь, что кто-то одним глазком посмотрит этот ролик. Так вот мы, мужчины, нам нет нужды вас изучать. Вот вы красивые, вы прекрасны в постели, и нам прекрасно в браке. Мы не изучаем это, нет нужды, потому что у нас иллюзия, что мы все знаем, что мы командуем, мы капитан корабля. Не все могут быть капитанами, и не каждая царица с нами может больше 30 лет жить, больше 15 лет жить. Мы потому что заворачиваем такие кренделя. Для нас это норма, со стороны им дико. Они смотрят, потом говорят, я больше не могу, все. Думаете, она ждала этого долго?
Она вынуждена это делать, потому что так больше продолжаться не может. А вы в шоке. Давайте разбираться. Очень сердце болит. Желаю, чтобы крепкие браки оставались. Нам же надо готовить себя быть прекрасным дедом. Такова такая грубые такие задачи. Я о духовном пока не говорю. Так вот, первая роль муж. Справляетесь? Да. Потому что вы в основном только в этой роли и сидите. Вы добытчик? Да. Нам же что говорят родители? Муж, глава семьи, добытчик, защитник. Муж двигается в этом направлении. Не развернута роль мужа. Абсолютно. Плохие родители? Нет. Их не обучали. Они жили интуитивно, так же, как мы живем сейчас. Давайте двигаться по ролям. Первая роль – муж. Понятно? Конечно, понятно. Вторая роль – отец. Отец не, в этом случае не к своим детям, а отец относительно жены. Пример жизненный. Надо, чтобы была мобильная жена, нужна машинка. Так? Ей. Она выучилась, у нее есть водительское удостоверение, она сдала экзамен, водительское удостоверение есть, молодец. Он, муж, ему надо подсуетиться и раздобыть ей колеса. Имеется в виду под попу передвигаться, машинку. Разный достаток у людей. Это для любой семьи это головняк. Это надо задачу, планы ставить и к ней двигаться и обретать транспортное средство. И вот жена говорит мужу: мне надоела эта машина, я хочу другую. Муж ей говорит: хочешь, работай, меняй машину. Я не буду этого делать, у меня другие задачи. Что за бред? Это говорит муж. Он топнет ногой еще. Как поведет себя муж в роли отца? Это модель поведения. Разве батя не обсудит этот вопрос с дочерью, со старшей? Конечно, обсудит. Он ее любит. Он ее любит. Другой вариант, грамотный более, вот он включает роль отца. Они садятся и разговаривают. И он спрашивает: что тебе не нравится в этой машинке? Она мне надоела. У нее цвет синий, я хочу красненькую. И хочу, чтобы она красивее была. Вот. Муж слышит и понимает, это девочки. Мы слишком разные, но в этом и интерес. Мы обязаны изучать женский мир, женскую психологию, просто обязаны. Иначе у нас все лопнет во взрослости, на стадии больше 15 лет и дальше. Мы 15-летний кризис не переживем. И будем врагами друг для друга, и будут все замешаны, и дети, и потом внуки в этой войне, в этой неприязни. Это очень ужасно. Я скажу вам одно: ваша жена не заслуживает этого. Она развивается, она из уровня на уровень переходит, развивается, она же вас не бросает. Но такой момент будет, когда она увидит себя вокруг в 360 градусов, как она живет, и у нее будет потолок в развитии. Все. Часть из них более продвинутые, умные, сильные. Они выбор сделают за более выносимой жизнью, нежели оставлять вот так. А вы не будете, вы не вкурите саму проблему. Вы будете говорить, у нее она с ума сошла, вот типа и все, бросила вас, и семья распалась. Нет. Надо понять сначала женщину, изучить ее мир, ее чаяние и вообще как она устроена. Мы же технари. Не надо жену разбирать на части на кухне. Давайте дистанционно разберем, подготовимся, кто еще не потерял, не разрушилась семья. Так вот, по ролям возвращаюсь. Роль отца. Но вы с женой, когда включите отца, вы будете разговаривать как с дочерью старшей. Не как с женой, с матерными словами, а как с любимой девочкой, с дочерью. Ей это надо, и это результативно будет.
Вы поговорите, разберетесь, поймете, почему она хочет менять другую машину. Вы примете эти загоны. Вы говорите, что это загоны, что это сдвиги женские. Нет, они так устроены. Мы дебилы в их глазах. Это факт. Грубые, черствые, непонимающие. Они часто страдают, но они живут с нами. Как с больными на голову. Да. Я вас уверяю, вы так выглядите, каждый. Если роль отца, вы на себя халат отцовский накинули, вы решите вопрос, она будет довольна, и вы для себя поймете обоснование смены автомобиля. Руководствоваться будет вами любовь, забота и милосердие. Свою гордыню в попку засуньте, это вы спасите себя от будущей разрухи. Тем самым вы обретете опыт, вы расширитесь. И слово «муж», оно будет более значимо для жены в рассмотрении вас как мужа. Вы действительно будете мудрее, грамотнее. В роли отца вы найдете общее, вы поймете ее. В качестве мужа сложно ее понять, жену. В качестве отца легче. Обнимите ее, скажете. Да, конечно. Придумаем, сейчас план составим, и будет у тебя другая машинка. Так действует мудрый, хороший муж. Дальше идем. Третья роль. Роль брат. Брат, хороший брат, любит сестру. И бывает, мы застреваем на одной роли. Либо муж, отец редко, в роль брат. Бывает, застреваем. Мы с ней шутим, мы пренебрежительно, бывает, к ней относимся. Мы не принимаем ее. Есть дистанция. Застревать на этой роли не надо. Это когда легкая прохлада, шуточки какие-то. Можно уйти из дома, не сказав куда. Это не пренебрежение, это роль брата. Посмотрите на себя. Кто-то живет, что-то застрял в роли брата. Он уходит на рыбалку, он даже не советуется с женой, с царицей. Он не ведет себя как отец, не объясняет. Я, любимая, вот на рыбалку собираюсь. Ты уж проведи выходной, допустим, какой-то день сама. Вот тебе денежки, с девчонками сходите в кафе, не хулиганьте только. Это роль отца. Разве она не подходит? Да, конечно, подходит. Роль брата, он и не будет говорить, что на рыбалку. Он дверью хлопнет и ушел. Для него это норма, для многих норма. Как это видится со стороны? Непренебрежение, отчуждение. Как многие женщины подумают, что любви-то больше и нет, а была ли она вообще? Куда он пошел? Он даже ничего не говорит. Может, это и не рыбалка, может, какая-то вертихвостка там есть. Что угодно в голову залезет женщине. У нее мир такой. Там фантазия бурная, там ого-го. Вам, если все раскрыть и написать, показать, вы со своим взглядом скажете, в дурку ей надо. Нет, вам в дурку надо, скажет она, и она будет права. Роль брата, она редко применима. Отец очень, очень хорошая роль. Часто включайте его, отца. Это любовь, забота, милосердие, не думая о себе. Абсолютно. Обняли, поговорили. Решим этот вопрос. Если это тебе действительно улучшит твое состояние, тебе кайфово будет, мы будем этот вопрос решать. Прекрасно? Прекрасно. Думаете, жене это не понравится? Четвертая роль – это друг. Когда вы выключаете, естественно, мужа, брата, друг, который может дружить. Вы сели и разговариваете как друг. Расскажи мне, что ты грустишь. Это говорит не царь,
Это говорит не муж-царь. Это не говорит отец. Дочь не все расскажет. Это говорит не брат. С братом дистанция. Друг. Это лучший друг, которому можно открыть тайны. Он не предаст. Вы будете знать намного больше. Но вы также будете в роли друга рассказывать свои переживания какие-то с ней. И вы ночью обниметесь, зажжете свечу, дети уже спят, нальете себе чай и будете шептаться, как друзья. Как вот считаешь? Вот так, вот то и все. Можно решать даже рабочие моменты. Я на работе устал, вот так. Что думаешь? Посоветуй мне, подруга. Она будет, они тонко чувствуют. И вы в этом ключе вы решите те вопросы, которые вы не решите в ролях муж и жена. Нет. Там много камней вы найдете сразу. Здесь нет. Важно. Представили варианты? В практике просто необходимо быть другом. Необходимо нам не держаться за статус царя. Нам. Она – это ваш цветок, который вы поливаете. Это жар-птица. Это богиня, которая вас сделала отцом. Сечете? Вы смеете с ней ругаться? Вы дебилы. Ругается с женой тот, кто боится потерять статус, кто трясется, что его увидят как подкаблучника. Бред. Это слабый мужчина. Сыкло. Нет. Нормальный мужчина с большим любящим сердцем, он не даст себя опустить, так скажем, да? Нет. Он будет всегда сильным, он будет богатырем, он будет справедливым. Любовь, забота, милосердие. Набейте себе татуировку где-то на запястье. Иногда смотрите. Точно, все, я забыл. У девочек в этом в чувствительном намного лучше, легче. Мы черствые, мы прямолинейные. С нами очень трудно. Значит, роли муж, отец, брат, друг разобрались. Друг кайфово, да ведь? Вы порешаете все вместе с ней, но руководствуясь уважением. Вы думаете, вы не будете уважаем? Все циклично. Как вы ведете себя, так будут вести себя с вами. Если вас, милые мои, нет дома 6 дней, и вы только в воскресенье дома, и то не беспокойте меня, я устал за неделю, дайте мне поспать. Или ты не работаешь в воскресенье, и мне надо к другу съездить. Что, дебилы? Ведь со стороны видится, что друг, он дороже семьи, не просто жены, детей, отношений, самих вот этого всего. Жена не будет вам доверять, жена будет страдать. И потом, когда детки подрастут, у вас все распадется, семьи таковой не будет. И вы будете корить жену. Я делал все, чтобы у нас было тепло, была еда, была машина, а ты вот так со мной. Сможет она вам объяснить? Нет. Она будет говорить слова разные всякие, вы будете слышать, но у вас не будет в голове собираться. О чем она? Вы не поймете. Мы очень разные. И поэтому женщины говорят, психологу, например, или маме своей. Я говорю, он меня не слышит. Как это видеть со стороны? Видится. Вам говорят, вы звуки слышите, но вы не понимаете, как иностранный язык. Для вас какая-то каша от жены идет,
Вы вот так головой делаете и думаете, что это пройдет просто, у нее загоны. Нет, она говорит важные вещи, это у нее чаяние, это она просит воздуху. Дай мне дышать, я погибаю. Спаси меня. А муж вот так делает, и ничего, и действий никаких, думает, пройдет. А она засыхает, она засыхает. Все. Неужели мы, мужчины, хотим под старую попу остаться одними и будет комфортно бухать, а потом сдернуться, проклиная весь мир? Мы не затем сюда пришли. Есть знания в открытом доступе. Давайте изучать женщину. Через женщину мы будем понимать лучше себя. Все связано. Поехали по ролям. Значит, четвертую мы разобрали. Друг. Кайфовая роль. Применяйте. Ну и пятая роль – это любовник. С этой роли начинаются отношения. Так? Так. Мы всегда показываем в юности себя в лучшем свете, наводим лоск и показываем то, чем мы очень часто не являемся. Это чтобы завоевать, чтобы была близость, затащить в постель. Он принесет цветы, любовник, но это всегда обмен. Если женщина видит, он включил роль любовника, он принес цветы, либо он извиняется, либо он хочет освежить отношения, но это завязано на сексе. Хорошо иметь в виду такое, потому что можно всегда взбадривать брак близостью необычной. Должно быть. Вот вам 5 ролей. Муж, отец, брат, друг, любовник. Не живите, мужики, не живите только в роли мужа. Муж, он требовательный. Он ходит, приносит еду домой, обеспечивает содержание дома, одежду для семьи. И он считает, что этого достаточно. Женщина – это целый мир. Там единороги, цветы, бабочки. Там чудесные пейзажи. Там такая музыка у них в их мире. Там такие красоты. Там такие стихи, не оторваться. Это их мир. Они с нами, с относительно пустыми, прямолинейными, черствыми созданиями очень часто становятся несчастными. Очень часто. Чтобы понять, надо изучить, кто такая женщина. Азы. Как сделать женщину счастливой? Поймите одно. Делая счастливой вы свою супругу, вы становитесь счастливым сами. Такая женщина никогда от вас не уйдет. Такая женщина от мудрого мужчины, который знает природу женскую, который желает быть всегда мужем, отцом, братом, другом, любовником в одном лице. Вы находка, вас никогда не оставит женщина. Вы будете всегда лучшим, единственным, до последнего вздоха. Я вас уверяю. Посмотрите на нашу беседу. Вы являетесь таковым? Нет. Вы плохой? Нет. Вы прекрасный человек. Вы умеете любить, умеете заботиться. У вас каша, у вас все перемешано, и вас очень мало. Расширяйтесь, практикуйте. Попросите, если вы жену еще маленько за хвостик держите, если она еще совсем не убежала, попросите ее, попросите ее, попросите как друг, как брат, попросите ее хотя бы не
дистанцироваться сильно. Не умоляйте, что вы будете меняться, давай все вернем обратно. Нет, ей надо не этого. Ей надо, чтобы снова вернулся муж, но уже мудрый, любящий, милосердный, как Дед Мороз. Да. И вы увидите свою жену. Когда счастье, она в счастье. Вы поете и танцуете, ведь это так. Все взаимно. Если вы бегаете на работу, заработались, вы только на работе и приходите спать уставшим, что это за жизнь? Что это за жизнь? Вы дебилы, что ли? Я прошу прощения, но других слов у меня нет. Они хотят, чтобы мы были хотя бы 2 дня с ними вместе, обнявшись, гуляя куда-нибудь на природу. Но сядьте, обнимите ее вечером. Практикуйте, обнимите вечером. Принесите что-нибудь к чаю. Сядьте, обнимите ее и скажите: ты уж прости. Вот я работаю, совсем мало времени с тобой провожу. Раньше было не так. Раньше, когда мы познакомились, мы проводили много времени вместе. Попросите прощения и скажите: ну-ка давай-ка спланируем, давай, завтра, послезавтра. Что хочешь? Посидеть дома? Давай, я приготовлю какое-нибудь вкусное явство какие-то. Приготовить то, что вы редко готовите, в основном в юности готовили, и она все еще это помнит. Сделайте, посидите при свечах, когда дети спят, возьмите ее за руки. 2 руки вот так, друг напротив друга. Они очень тонко чувствуют. Настройтесь, не стесняйтесь. Позвольте своему сердцу распахнуться. Если кто-то еще успевает, успевайте. Обратно мало что вернуть, если уже все рассыпется. Вы хотите этого, но мы, мужчины, настолько зажаты, мы черствы. Позвольте сердцу, распахните. Вот так. Сядьте за руки, возьмите ее, поговорите, спросите, как она живет, что она хочет. Будьте ей надеждой. Вы для нее лучший. Нет на свете другого человека, кого она знает, с кем она прошла рука об руку столько лет. Если у кого-то в голове у мужчин или в штанах задымилось, что надоело все, я хочу что-то молоденькое найти, и что-то это я специально употребил. В вас животный инстинкт просто говорит и все, а голова спит. Неверно все. Это ошибка. Это себя обречь и еще в худшее положение. Вот она ваша. Не то, что освежить отношения, меняйтесь. И она будет в шоке. Она голову вверх подымет и будет благодарить Бога. И потом у вас спросит: наверное, на работе что-то упало на голову, ты поменялся, ты стал другим. Я не то, что хочу вернуть брак обратно или сохранить. Я хочу держаться за тебя вот так вот. Я вас уверяю. Вечером сядьте без свидетелей, поговорите с своей женой. Но создайте условия, как было раньше. Зажгите свечи и смотрите в глаза. Возможно, более чувствительные мужчины будут плакать, но слезы могут покатиться. Это знак того, что вы искренне, что у вас сердце большое, любящее. Сделайте это сегодня. Завтра будет сложнее намного. Спасете семью, спасете супругу свою и спасете себя. Нужно для этого просто изучить, кто такая она, сблизиться. Грубости. Эти вещи грубости не терпят. Работайте, 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 удерживайте.
Вы же все знаете, браки э, создаются на небесах. Так? Слышали, слышали. Кто-то думал об этом глубоко? Нет. Те мужчины, с кем я беседовал, я раскрывал тайны. Действительно, это так. На небесах. Неужели мы такие дураки, мы не можем это удержать? Неужели мы не можем с этим работать? Мужчина работает, основная масса ученых, композиторов, художников – это мужчины. Мы справимся. Мы справимся. Для вас, у кого больше 10 лет, больше 15 лет, брак, нет другого брака. Остальное иллюзия. Иллюзия. На правом плече ангел, на левом черт. И черт сыт в уши. Пойдем туда, вон их сколько много. Надо быть дебилом, чтобы слушать черта и идти во все тяжкие. Возьмите просто пистолет у соседа и застрелитесь. Вот такой совет. Это совет дебилу. Ну ведь нет таких у нас тут. Мало. Может, где-то есть. Не надо. Я не для них веду беседу. Мы с вами беседуем не для них, для нас. Давайте. Всех безумно люблю. Всех обнимаю. Давайте спасать семью, спасать тех, кто нам поверил когда-то и пошел с нами рука об руку. Мы расширимся, мы обретем опыт, мы будем мудрее, и о нас будут говорить наши внуки нашим правнукам. Как нам было сложно и какие мы были чудесные. Давайте становиться чудесными мужчинами. Женщина надеется на нас. Вы понимаете, сколько лет она вот сидит и ждет? Она говорила, мы не слышим. Давайте зайдем, изучим их язык, поймем, примем. Часто включайте роль отца. Часто включайте роль друга. Любовник, он всегда с вами. Муж. Не бойтесь потерять положение. Мужчина трясется потерять положение. Я муж, я царь. Что это такое? Как ты со мной разговариваешь? Надо быть разным и грамотно все использовать. У меня, смотрите, слезы текут. Вы довели меня до слез, мои собратья, соплеменники. Я вас всех так люблю, я хочу, чтобы у вас была счастливая жизнь, чтобы вы дарили вокруг любовь, заботу, милосердие, чтобы ваша женщина, ваша жена рассказывала своим внукам, но ваш дед, мой муж, он дан Богом, он лучший. Ему было тоже трудно, но он состоялся, и теперь вот он. А ты уже дед, ты по-прежнему здоров, кайфовый, и ты сам себе нравишься. Потому что трудно было, ты прошел. Ты все это сохранил, и вот теперь у тебя большая семья, много внуков. Сейчас, ты разве не хочешь? Иди, двигайся. Пока-пока, обнимашки.